Всем привет! В этом видео я расскажу подробно, как я вязала этот пушистый кардиган. К сожалению, цвет засвечивает. Вот так вот правильный цвет. Ничего не могу сделать, засвечивает. Кардиган внешне напоминает изделие из мохера, но здесь шерсти нет совсем. Я вязала из вот такой пряжи. У меня этой пряжи уже не осталось. Это такая же точно, только другого цвета. Эту пряжу я получала, вернее, покупала для того, что если бы мне не хватило на длину, так как я хотела длинный кардиган, то я думала, что, может быть, я где-то в конце рукава и по низу изделия добавлю эту пряжу. Но, во-первых, мне пряжи хватило, а во-вторых, эта пряжа все-таки не подошла бы по цвету. Здесь вот этот красный, он более красный, а не бордовый. Это пряжа Наку Париж. Я вязала, используя свой любимый держатель. Очень удобно. Здесь веретено такой формы, что любой моток сюда легко надевается. Я просто показала вам эту пряжу, как она выглядит. От этой пряжи вот у меня остался небольшой остаток. Итак, Нака Париж, 60% полиамид и 40% акрил. Цвет 11273, если кому-то интересно, этот цвет с черным 21306. Так, в 100 граммах здесь 245 метров. Рекомендации: крючок 3, спицы 3,5-4. Я вязала спицами 4 миллиметра, а начинала 3 миллиметра. Сейчас, когда я буду подробно рассказывать по петлям и рядам, я скажу, сколько рядов я вязала спицами 3 миллиметра, а остальное все вязала спицами 4 миллиметра. Кардиган связан по принципу обычного изделия регланом связанного. И его отличие лишь в том, что здесь я соединила круглую горловину и V-образную горловину. То есть частично круглая, частично V-образная. Итак, что касается размеров. Этот размер у меня получился примерно размер 52. И в сантиметрах все это выглядит так. Длина кардигана у меня получилась 79 сантиметров. Он длинный у меня получился. Ширина я измеряла вот здесь под мышками. Ширина 57 сантиметров. Регланная линия по передней части я измеряла 29 сантиметров. Рукава. Вот в этой части, в самой широкой части, 21 сантиметр. И в конце 16 сантиметров. Длина по внутреннему, вот здесь, предполагаемому шву по внутренней части рукава 35 сантиметров. Он не полная длина, 3/4. И что еще здесь? Первую пуговицу на планке я измерила от начала планки до первой петли. Получилось у меня 22,5 сантиметра. Здесь можно регулировать по желанию высоту, когда начинать вывязывать петли для пуговиц. На кардиган у меня ушло 480 граммов, здесь остаток ровно 20 граммов. Пуговиц у меня 5, не до конца. Можно делать петли до конца. 5 пуговиц. Немножко неправильно камера показывает пуговицы, почему-то показывает, как будто в розовый какой-то уходит. На самом деле он красно-бордовый цвет. Итак, расскажу, как я вязала подробно. Здесь расчет обычный, как при обычном реглане. Единственное, что на полочке нужно набрать меньшее количество петель изначально, чтобы потом их прибавить. Сколько я набирала петель? Начала я вязание спицами 3,5 миллиметра и набирала петли сразу на горловину и планки.
Здесь цельновязанная планка, она вяжется сразу от начала и до конца. Итак, на спице 3,5 мм я набрала 98 петель. И сразу же я начала вязать планки, а между планками резинка. Здесь на такой пушистой пряже не очень хорошо видно, но все равно видно, где резинка, а где лицевая гладь. Количество петель 98 я распределила следующим образом. На спинку у меня 26 петель, на рукава по 8 петель, на полочке, на каждой полочке 12 петель планки и 8 петель полочки. На регланные линии я взяла по 4 петли на каждую линию. И получилось 98 петель. Сначала я всю планку, вернее, да, планку горловины, можно так сказать, я вязала спицами 3 мм, и в последнем ряду резинки, планки, я перешла на спицы 4 мм, и дальше вязала полностью спицами 4 мм. Что включает в себя планка? Планка 12 петель, это 2 кромочные петли, то есть двойная кромочная, и 10 петель скрещенной резинки. Скрещенная только лицевая петля здесь по лицевой стороне. По изнаночной эта петля вяжется изнаночная скрещенная. А та петля, которая по лицевой стороне изнаночная, по изнаночной лицевая, она вяжется обычной петлей, не скрещенной. Я, значит, набрала от начала 2 кромочные и 10 петель резинки 1 на 1 скрещенной, начиная с лицевой петли и заканчивая изнаночной петлей. Вот здесь заканчивается изнаночная, потом уже здесь лицевая гладь, а здесь резинка. Резинка у меня 2 на 2. Всего я провязала 12 рядов резинки. И затем перешла сразу на лицевую гладь. Здесь я никак не отделяла, после резинки сразу начала вязать лицевую гладь. После резинки я провязала росток. Обычный росток, такой, как всегда мы вяжем при вязании реглана сверху. По количеству петель по рукаву я развернулась, провязала укороченные ряды 3 раза, оставив от спинки по рукаву, не довязывая 3 петли, затем 2 петли и еще раз 2 петли. То же самое на этом рукаве. По полочке, провязав укороченные ряды по рукаву, я не довязывала 2 петли, еще раз 2 петли и 3 петли. Итого у меня получилось 12 рядов укороченными рядами, не довязывая то количество петель, которое я назвала. И после этого я провязала еще 2 ряда выравнивающих, чтобы провязать полностью все снятые уже петли, которые здесь оставались, 2 петли, и провязала уже полностью с планками 2 ряда, всего 14 рядов. После того, как я провязала вот этот 12 рядов росток и 2 выравнивающих ряда, то есть 14 рядов, на спинке у меня получилось 40 петель, на рукавах по 19 петель и на полочках 12 петель лицевой глади и 12 планки на каждой полочке. Дальше, после ростка, после этих 14 рядов, я начала отсчет с первого ряда. И провязала еще, после этих 14 рядов, еще 52 ряда, просто прибавляя в каждом лицевом ряду по краям регланной линии по одной петле, как это обычно, до регланной линии и после регланной линии. По одной петле в каждом лицевом ряду. 52 ряда. При этом я начала делать прибавления по горловине, для V-образной горловины. Всего я выполнила их 8 прибавлений по каждой планке. Первое прибавление я сделала в 7 ряду, затем в 13 ряду, в 17, 21, 25, 29, в 33 и 37 ряду. И после этого уже начала вывязывать по планке петли. Первую петлю я вывязала в 40 ряду
после ростка, после 14 рядов, когда я начала отсчет с первого ряда, вот в 40-м ряду я провязала первую петлю. И затем еще 4 петли в каждом 18 ряду. Вот между пуговицами у меня. Здесь сделала прибавление, затем прибавляем 18, следующее, прибавляем 18, следующее, в каждом 18 ряду. Итак, 5 отверстий для пуговиц. Получается, что по реглану, когда я кокетку регланом вязала, в этой части вязания у меня только одна петля. Остальные петли уже после соединения спинки и полочки и отсоединения рукавов. Итак, провязав 52 ряда реглана, я сняла петли рукавов и соединила спинку с полочками. По количеству петель после того, как я провязала весь реглан, у меня получилось в соединительном ряду, я буду называть количество петель уже с петлями, которые я взяла в том числе от регланных линий. 4 петли на каждой регланной линии, 2 петли на одну часть, 2 петли на вторую часть. То есть вот здесь 2 петли на рукав, 2 петли на полочку. То же самое на спинке. И по количеству петель у меня получилось на спинке 96 петель, сняла рукава по 75 петель, затем полочка 60 петель вместе с планкой, и набрала подрезы, вот здесь подрезы набирала по 8 петель. Итого получилось у меня 232 петли на тело, а по 75 я сняла на рукава. Снимала обычно, как я это делаю, крючком. Снимать можно кому как удобно. И затем вот эти 232 петли я вязала ровно, 12 петель планки, затем лицевая гладь, в конце также 12 петель планки, вывязывая в каждом 18 ряду отверстия для пуговиц, и от начала соединения вот здесь я провязала до резинки 100 рядов лицевой гладью. И затем также перешла на резинку, как и по горловине, резинка 2 на 2, и провязала резинки 18 рядов. А планку я вязала до конца планку, от самого начала. Вот здесь в начале сразу начала планка, резинка, затем планка, лицевая гладь. Планка все время вяжется просто вот эти 12 петель планки до самого конца. И там, и здесь же в конце внизу, когда я перешла после лицевой глади на резинку, планку я все равно продолжила вязать как планку. Провязав 18 петель резинки, я петли все закрыла. Закрывала обычной протяжкой по узору, провязывая там, где лицевые, провязывала лицевой, протягивала через предыдущую, там, где изнаночные, провязывала изнаночными и протягивала через предыдущую петлю. Все, на этом тело было готово, и осталось связать рукава. Я пересняла, так уберу, пересняла с дополнительной нити 75 петель, которые снимала, и по подрезу я набрала не 8, а 9 петель, для того, чтобы было четное количество петель. Набрала 70, значит, 5 тех, 9 здесь петель, у меня получилось 84 петли. И я стала делать убавления. Первые 4 убавления я сделала клином, хоть здесь и особо не видно. Ну, может быть, вот так немножко видно. Что значит клином? Начиная с 3-го ряда, первые 2 ряда я просто провязала эти 84 петли, и в 3-м ряду я начала делать первое убавление клином. От начала ряда я провязала 4 петли. Начало ряда — это центр вот здесь подреза. 4 петли провязала, затем 2 вместе с наклоном вправо. Дальше провязывала лицевые петли. Когда в конце ряда осталось 6 петель, я провязала 2 вместе с наклоном влево и 4 лицевые. Это первое убавление. Следующий, 4-й ряд, провязала без убавлений. В 5-м ряду
от начала ряда 3 петли, затем 2 вместе с наклоном вправо. В конце, когда осталось 5 петель, провязала 2 вместе с наклоном влево и 3 лицевые. Шестой ряд без убавлений. В седьмом ряду от начала ряда 2 петли, затем 2 вместе с наклоном вправо. Когда в конце осталось 4 петли, 2 вместе с наклоном влево и 2 вместе. Восьмой ряд без убавлений. В девятом ряду от начала ряда 1 петля, затем 2 вместе с наклоном вправо, дальше лицевые, и в конце ряда 2 вместе с наклоном влево и 1 лицевая. И дальше я так и убавляла. 1 лицевая, 2 вместе с наклоном вправо, лицевые, 2 вместе с наклоном влево в конце ряда и 1 лицевая. То есть в начале ряда и в конце остается по 1 петле, и в стороны от них делаем убавление. Здесь вот я убавила 4 раза по клину с 3 по 9 ряд, и затем я сделала еще 4 раза убавления в 15, в 21, в 27 и в 33 ряду. И таким образом всего у меня получилось убавлено за 8 убавлений 16 петель, так как одна петля в начале ряда и 1 в конце убавляется. И на спицах у меня после последнего убавления в 33 ряду, которое я сделала, осталось 68 петель. И дальше я продолжила просто вязать на этих 68 петлях ровно. Всего от начала рукава я провязала 86 рядов. Просто лицевой гладью здесь все вяжется. И в конце рукава я закрыла петли. Вот это закрытие с утолщением, утолщенный край. Такое видео у меня есть на канале, я ссылку на него под этим видео оставлю. Край абсолютно не закручивается. Я думаю, что если бы я закрыла просто, даже без утолщенного края, он бы все равно не закручивался. Ну, а так еще более ровно. Он немножко толще становится. Ну, мне так больше понравилось. Можно закрывать как угодно. Можно, конечно, сделать, кто не любит широкие рукава, продолжить делать убавление в конце, допустим, резинку, сделать полную длину рукава. Это уже кому как нравится. Все, аналогичным образом я связала второй рукав. И на этом мой кардиган был полностью готов. Стирала я следующим образом. Я поместила кардиган в мешок для стирки и замочила в гелевом порошке, гелеобразный порошок стиральный, на 20 минут. Вода немножко стала розовая, слегка этот цвет окрасился. Но слегка-слегка, совсем немножко. Цвет самого кардигана не изменился при этом. 20 минут я подержала так, и в этом же мешке подняла, вода немножко слилась, я переместила этот мешок в стиральную машинку, поставила режим полоскания плюс отжим, и 800 оборотов отжим поставила. И так он у меня в мешке прополоскался и отжался, и практически полусухой получился после стиральной машинки, после отжатия в стиральной машинке. И я разложила его в горизонтальном положении сушить, и так и сушила. До конца он высох очень быстро. После стирки вот эта пушистость немножко поубавилась. Как бы немножко посклеивались некоторые, не сильно. И я попробовала, я слышала, смотрела в ютубе, что кто-то расческой расчесывает, кто-то чем. Я попробовала расческой, мне не понравилось, все цепляется. И в результате я остановилась на обычной вот такой одежной щетке. Это еще щетка советских времен. Вот здесь написана цена 1 рубль. И она не очень жесткая, средней мягкости. И разложив потом просто вот так на кровати, я этой щеткой, вот так придерживая рукой, вот так делала. И он стал снова пушистый. Можно и в обратную сторону, здесь ничего не происходит. После того, как я расправляла этой щеткой, это же не шерсть, здесь не остается ни одного волоска, ни одной пылинки. Очень хорошо все распушается. Вот так прошлась я по всему кардигану быстренько. И внутри, кстати, не проходила, только снаружи. И он снова распушился. И
Вот он у меня повисел на манекене 2 дня после того, как я закончила это все с ним, все процедуры. И он даже еще просто от того, что висит, распушается. Вот такой кардиган у меня получился. Если вам понравилось, свяжите себе тоже. Пряжу можно, конечно, использовать абсолютно любую, какая вам нравится. И если свяжете, присылайте фото своей работы. Буду вам очень благодарна. На этом у меня все. Вяжите с удовольствием. Большое спасибо за просмотр и до встречи в моих новых видео.